Итак, я снова в Африке, и это первый день моего очередного путешествия по этому континенту. Но добраться до этой самой Африки без приключений у меня не получилось. А именно, в свое время, примерно за 3-4 месяца до путешествия, я купил авиабилет до города Фес в Марокко по очень привлекательной цене. Купил билет и как бы остался доволен. Цена замечательная, было что-то примерно 9000 рублей. И не придал значения нюансам. А об этих нюансах я подумал буквально за 2-3 дня до вылета. Какие нюансы? Нюансы, значит, такие. Перелет Москва-Фес происходит с пересадкой в Барселоне. Прилетаешь в Барселону в терминал 1, а вылет из терминала 2. Ну, например, если прилетаешь там в Париж, аэропорт Шарль-де-Голля, там может быть такая же ситуация, но проблем там с переездом из одного терминала в другой совершенно нет никакой. Здесь же, там, как я уже сказал, за 2-3 дня до вылета что-то во мне, наверное, щелкнуло, поточнее проверить данную ситуацию. Ну, я стал просматривать сайты в интернете, на русскоязычных сайтах что-то такого сверхъестественного не было написано. Ну, в общем-то, было написано одно и то же. То есть из одного терминала в другой ходит бесплатный шаттл, который вас отвезет без проблем за 10 минут. На некоторых даже было написано то, что как бы это все проходит по закрытым коммуникациям. Ну, что-то, опять же, у меня закралось какое-то подозрение, я начал задавать вопросы на туристических форумах. И на одном из форумов один путешественник мне ответил, что он дважды летал по подобному маршруту, и оба раза он выходил за пределы транзитной зоны, переезжая из одного терминала в другой. А именно, если получается такая ситуация, то нужна шенгенская виза. И что получается у меня? Мне остается 2 дня до вылета, билеты на руках, а как бы я в подвешенном состоянии. Шенгенская виза, ну за 2 дня там ее получить практически невозможно. И я, обмозговав ситуацию, прокрутив все варианты, да, я еще прежде, когда посмотрел, что складывается такая ситуация, написал письмо в аэропорт Барселоны, задав вопрос. Так и так, я прилетаю в терминал 1, вылетаю из терминала 2, и нужна ли мне виза? Мне пришел ответ, типа, спросите в посольстве Испании. Вот. И сложив все слагаемые, я решил пойти, можно так сказать, на авантюру. Авантюра состояла в следующем. Я прилетаю в аэропорт Барселоны. Вот, один значимый момент. Перелет из Барселоны до Феса я распечатал посадочный талон, который впоследствии сыграл очень значимую роль. Вот. Так, ну, как я уже сказал, я нахожусь в Фесе. Здесь значимая часть мусульмане, и, видимо, началась молитва. Вот. И распечатал посадочный талон, который впоследствии сыграл очень значимую роль. В чем состояла авантюра? Значит, я прилетаю в Барселону, показываю посадочный талон, то есть, мол, так и так, я все то, что от меня требуется, действие произвел, вот у меня посадочный талон, я прилетел, знать ничего не знаю, писал вам письмо в аэропорт, вы мне ничего не ответили, там отослали меня в посольство, в которое я позвонил. В общем, смысл был такой, то, что я должен был убедить сотрудников аэропорта, что я как бы ни при чем, и они меня должны переправить в этот терминал по предложенной мною варианту, там через посадочную полосу. В общем так, прилетаю в Барселону, терминал 1, иду на паспортный контроль, там сотрудница смотрит мой паспорт, пытается найти визу, я объясняю, что визы нет, вот так и так, у меня вылет из другого терминала, она смотрит на меня широко раскрытыми глазами, что делать ей неизвестно, я ей показываю посадочный талон, как бы у меня все оформлено, я готов лететь, и она берет мой паспорт и просит билет из Москвы, посадочный талон, и совещается там целый консилиум, там ходил передо мной 3-4 человека. Вот. И в конечном итоге мне сказали, сиди, жди. В дальнейшем, если говорить кратко, меня передавали как эстафетную палочку с распечаткой моего посадочного талона.
и в конечном итоге меня какими-то, видимо, служебными маршрутами одного на автобусе довезли до этого терминала, ну и благополучно отправили в Фес. В общем, вот такое приключение, не знаю, может для кого-то это послужит сделать определенные выводы при составлении каких-то маршрутов. Но, в общем-то, я благополучно добрался. Сейчас вот нахожусь в городе Фес, слушаю пение Муэдзина. Что еще хотел добавить, то есть, пойдя на эту авантюру, я как бы шел, так сказать, не сломя голову. Я оставил себе ходы для отступления. Если вариант с переездом из одного терминала в другой у меня не прокатывает, я решил бы поступить следующим образом. Просто, находясь в терминале 1, забронировал бы себе билет через интернет с вылетом из этого же терминала. То есть, как бы мне не пришлось там переезжать в другой терминал. Ну, естественно, я просто уже посмотрел эти вылеты, естественно, я потерял в деньгах, как я уже посмотрел, там примерно 10,5 тысяч, и, ну и, соответственно, времени еще плюс 10 часов. В общем, тут такая вот ситуация, но все закончилось для меня как нельзя лучше. Ну а теперь, после продолжительного вступления, можно перейти к самому путешествию. Я снова в Африке, на этот раз в Марокко, город Фес. До Феса из аэропорта можно добраться двумя способами, как минимум двумя. Это такси, которое будет стоить 120 местных тугриков, и на автобусе 20 местных тугриков. На самом деле я добрался еще дешевле. По всей видимости, просто сел на другой автобус, остановка которого находилась рядом с аэропортом. Стоимость проезда была равна 4 дирхамам. $1 примерно это 10 дирхам. Автобус довез меня до станции, где я пересел на такси, чтобы добраться в Медину, в которой у меня был забронирован отель. Таксисты по пути могут набирать с собой еще пассажиров. И это уже не первая страна, в которой я сталкиваюсь с подобным явлением. Dzień dobry. Dzień dobry, hotel reservation. Dobrze. Which area? What is the name? The name of Riyadh. A little speak English. О, видите, только пришел в старый город, сразу куча помощников нашлось. Сейчас пытаюсь дойти по навигатору до своего отеля. Так-то вообще все колоритно и довольно-таки интересно. Sorry, which place? Yes. A little speak English. Забегая вперед, скажу, что в Марокко население, которое соприкасается с туристами, нацелено всеми способами выманить у них деньги. Пока я шел до своего отеля, ко мне пристал так называемый помощник, которому я сразу сказал, что в его помощи не нуждаюсь, а свой отель смогу найти с помощью GPS. Кстати сказать, маленькие отели в Медине найти очень непросто. По сути, данные отели — это дом человека, который захотел подзаработать. Ну так вот, идя по GPS, я увидел, что прошел нужный мне переулок и развернулся, чтобы вернуться. И тут же над поворотом переулок увидел небольшую табличку с названием нужного мне отеля. Этот тип тоже его увидел и громко закричал, что вот, мол, мой отель, и что он мне помог его найти. Я отмахнулся от него и пошел в отель. Когда мне открыли дверь, он тоже последовал за мной, прося денег. Я конкретно сказал ему, что от меня он ничего не получит. После этого служащий в отеле выставил его наружу. Но на этом данная история не закончилась. Через некоторое время пришел хозяин отеля. Меня угостили чаем, я рассчитал за проживание. И тут снова стук в дверь. Хозяин пошел ее открывать. И слышу, он меня зовет. Подхожу, а там опять тот тип требует, чтобы я ему заплатил. Я ему снова ответил, что платить ему не за что, от меня он ничего не получит. А если он будет меня доставать, то я сейчас включу видеокамеру, и весь интернет в прямом эфире увидит, как он попрошайничает. После этого он резко изменился в лице и с английского перешел на арабский. Он сказал несколько предложений хозяину отеля,
После чего, удивительно, но хозяин отеля отдал ему 10 дирхам. После этого он и удалился. Выходит, этот тип все-таки добился своего. Свой доллар он все-таки получил. Алло? Reservation hotel. Reservation hotel. Резервы? Yes. Пришел зарезервированный мной отель через букинг. Вид довольно-таки такой интересный. В марокканском стиле. Есть даже транзистор. Типа нашего советского. После того, как я заселился, я пошел в ресторан пообедать. Обычно во время своих путешествий в разных странах мира я пробую национальную кухню страны, в которой нахожусь. Так и в этот раз. Я решил заказать себе таджин. Таджин – это блюдо, которое готовится в посуде, которое также называется таджин. Внешне она выглядит типа тарелки или сковороды с конусообразной крышкой. За счет такой крышки предотвращается пропускание пара и запаха от готовящегося блюда. По сути, в таджине готовят почти все, что угодно. Мясо, курицу, овощи, фрукты. Мне в данном случае принесли говядину со специями и яйцом в специальной подливе. В данном случае острое кисло-сладкое блюдо мне не очень понравилось. Хотя другие вариации таджина, которые я пробовал позже, мне нравились. Стоимость таджина в среднем 40 дирхам. Это примерно 4 доллара. Еще в Фесе можно попробовать пирожки с голубями. Навряд ли это можно отнести к национальной кухне, но такое блюдо присутствует. Попробовать его мне не удалось, так как я узнал о нем позже, хотя видел клетки с голубями около маленьких кафе. Теперь по плану мне предстояло встретиться с двумя женщинами, с которыми на туристическом форуме я и двое моих товарищей договорились осуществить путешествие. Наступил вечер. Я находился в отеле и ждал, пока они приедут, хотя они должны были приехать уже как 2 часа назад. Начался дождь, а их все не было, и я уже начал переживать, все ли в порядке. Через какое-то время я услышал русскую речь. Вышел из номера и увидел Ольгу. Одну из тех, с кем я должен был встретиться. Вторая тоже Ольга, оказывается, потерялась. Получилось так, что когда они подъехали к Медине, одна должна была найти отель, и потом они должны были встретиться в условленном месте. Но по какой-то причине в этом условленном месте им встретиться не удалось. Мы пошли вместе с хозяином отеля искать вторую Ольгу под дождем. Снова пришли к условленному месту и обошли близлежащие переулки, но безрезультатно. Хочу отметить, что искать человека в Медине – дело неблагодарное, и без местного можно ходить от него в 50 метрах и не найти. Вернулись в отель, дождь только усиливался и перешел на ливень. И тут совершенно спонтанно я решил спросить у Ольги, а есть ли у подруги телефон? И оказалось, что есть. И совершенно спонтанно получилось так, что у меня еще был подключен роуминг. Дозвонились до Ольги. Настроение у нее, конечно, было паническое. Это и можно было понять. Ночь, Африка, ливень, какая-то крепостная стена перед ней. Рядом ходят какие-то сомнительные типы, то ли бомжи, то ли наркоманы. Она кричит нам: «Найдите меня быстрее!» Исходя из того описания, что она сказала нам по телефону, все эти места мы уже осмотрели. Тогда я попросил ее найти человека приличного вида, которому можно отдать телефон, и чтобы он объяснил хозяину отеля, где ее искать. Она отдала телефон таксисту, и уже через 10 минут мы ее нашли. Идем мы с ней в отель ночью под дождем, она мне говорит: «Блин, подруги же мне говорили, куда ты собралась, какая нафиг Африка, что тебе Греция и Таиланда мало? Хочешь в Африку, езжай в Тунис загорать». И тут такое со мной приключается в первый же день. Я стою ночью под дождем, во всем этом ужасе, и вспоминаю их слова. Тут я попытался ей объяснить, что в путешествиях может произойти все, что угодно, и надо быть готовым к этому. И подобные вещи воспринимать как приключения. А через некоторое время ты вообще этот случай будешь вспоминать с юмором. На тот момент мои слова не произвели должного впечатления. Но они оказали нужное воздействие уже через 30 минут, когда мы сидели в отеле и пили хороший алкоголь, купленный в Duty Free. В общем-то, таким образом прошел мой первый день путешествия в Африку.